Николай Васильевич Гоголь. Нос. Глава 1. Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекою и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более, цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. «Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофею», — сказал Иван Яковлевич. «А вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком». То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», — подумала про себя супруга. «Останется кофею лишняя порция», и бросила один хлеб на стол. Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил 2 головки луку, взял в руки нож и, сделавший значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавший хлеб на 2 половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное?» — сказал он сам про себя. «Что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил нос. Иван Яковлевич и руки опустил, стал продирать глаза и щупать. Нос! Точно нос! И еще казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас отразился в лице Ивана Яковлевича, но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругой. «Где ты, зверь, отрезал нос?» — закричала она с гневом. «Мошенник! Пьяница! Я сама на тебя донесу полиции! Разбойник какой! Вот уж я от 3 человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держится!» Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую среду и воскресенье. «Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувший в тряпочку, в уголок. Пусть там маленько полежит, а после я его вынесу. И слушать не хочу, чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу. Сухарь поджаристый, знай, умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять. Потаскушка, негодяй, чтобы я стала за тебя отвечать полиции? Ах ты, пачкун, бревно глупое! Вон его, вон! Неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала!» Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал и не знал, что подумать. «Черт его знает, как это сделалось», — сказал он наконец, почесав рукою за ухом. «Пьян я вчера возвратился или нет, уж, наверное, сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие неизбыточное, ибо хлеб — дело печеное, а нос — совсем не то. Ничего не разберу». Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага, и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещеваниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть, или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас с запросом: «Куда идешь?» или
кого-то рано собрался брить, так что Иван Яковлевич никак не мог улучшить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив: «Подыми, вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им. Тем более, что народ беспрестанно умножался на улице, по мере того, как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился идти к Исаакиевскому мосту. Не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву? Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича, Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке, был пегий, то есть он был черный, но весь в коричневато-желтых и серых яблоках, воротник лоснился, а вместо 3 пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавший табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою, одним словом, где только ему была охота. Этот почтенный гражданин находился уже на Исаакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто с него разом свалилось 10 пуд. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу. Как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности с широкими бакенбардами в треугольной шляпе со шпагою. Он обмер. А между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А подойди сюда, любезный». Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедший проворно, сказал: «Желаю здравствия вашему благородию». «Нет-нет, братец, не благородию, скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?» «Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет». «Врешь, этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать». «Я, вашу милость, 2 раза в неделю или даже 3 готов брить без всякого прикословия», — отвечал Иван Яковлевич. «Нет, приятель, это пустяки. Меня 3 цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал». Иван Яковлевич побледнел. Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно. Глава 2. Коллежский асессор Ковалев. Примечание. Коллежский асессор – гражданский чин в Российской империи, соответствующий армейскому чину майора. К лицам в чине коллежского асессора применялось обращение «Ваше Высокоблагородие». Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами «бррр», что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу, но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место. Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза. Точно, нет носа. Он начал щупать рукой, чтобы узнать, не спит ли он. Кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встрепенулся. Нет носа. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к оберполицмейстеру. Примечание. Оберполицмейстер – глава городской полиции. Но, между тем, необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве,
чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Примечание. В период Кавказской войны для привлечения чиновников на службу в статские учреждения Кавказского наместничества была введена практика производства в коллежские асессоры без выслуги, экзаменов и через чины. Получивших таким образом чин и потомственное дворянство молодых чиновников в обществе шутливо называли кавказскими асессорами. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры, но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Тоже разумей и обо всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он 2 года только еще состоял в этом звании, и потому ни на минуту не мог его забыть. А чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка», — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, — «ты приходи ко мне на дом. Квартира моя в Садовой. Спроси только, здесь ли живет майор Ковалев. Тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретные приказания, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». Поэтому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором. Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также отправляющих разные полицейские обязанности, и вообще у всех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в бастон. Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток, сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано середа, четверг, понедельник и прочее. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места. Если удастся, то вице-губернаторского, а не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Примечание. Экзекутор. В царской России чиновник по хозяйственной части в учреждении. Майор Ковалев был не прочь жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится 200 тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа приглупое, ровное и гладкое место. Как на беду ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывший платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. «Ну, авось мне так представилось. Не может же быть, чтобы нос пропал с дуру», — подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было. Мальчишки мели комнаты и расставляли стулья. Некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки. На столах и стульях валялись залитые кофеем вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет», — произнес он. «Теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул. «Черт знает, что за дрянь!» — произнес он, плюнувший. «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего». С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился против своего обыкновения не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома. В глазах его произошло явление неизъяснимое. Перед подъездом остановилась карета, дверцы отворились, выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос. При этом необыкновенном зрелище, казалось, ему все переворотилось у него в глазах.
Он чувствовал, что едва мог стоять, но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Через 2 минуты Нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником, на нем были замшевые панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. Примечание. Плюмаж. Украшение из перьев на головном уборе. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру «подавай», сел и уехал. Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно в самом деле, чтобы Нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире? Он побежал за каретою, которая, к счастью, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и 2 отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного, они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. «Как подойти к нему?» — думал Ковалев. «По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник». Примечание. Статский советник. Чин статского советника соответствовал должностям вице-директора департамента, вице-губернатора, председателя казенной палаты, а также военным чинам бригадира и капитан-командора флота. Черт его знает, как это сделать! Он начал около него покашливать, но Нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны. «Милостивый государь», — сказал Ковалев, внутренно принуждая себя ободриться. «Милостивый государь». «Что вам угодно?» — отвечал Нос, оборотившись. «Мне странно, милостивый государь. Мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где? В церкви. Согласитесь?» «Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить. Объяснитесь». «Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал. «Конечно, впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа, но имея в виду получить. Притом, будучи во многих домах знаком с дамами, Чехтарева, статская советница и другие, вы посудите сами. Я не знаю, милостивый государь». При этом майор Ковалев пожал плечами. «Извините, если на это смотреть сообразно правилами долга и чести, вы сами можете понять». «Ничего решительно не понимаю», — отвечал Нос. «Изъяснитесь удовлетворительнее». «Милостивый государь», — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства. «Я не знаю, как понимать слова ваши. Здесь все дело кажется совершенно очевидно. Или вы хотите... Ведь вы мой собственный Нос?» Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству». Сказавший это, Нос отвернулся и продолжал молиться. Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников. Примечание. Гайдук в крепостнической России — выездной лакей. Ковалев подступил поближе
высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила к колбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененные цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец, и что он больше ничего, как его собственный нос. Но носа уже не было. Он успел ускакать, вероятно, опять кому-нибудь с визитом. Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем, но шинель не заметил. Ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротою, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какой-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Анечкиного моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ерыгин, столоначальник в Сенате, большой приятель, который вечно в Бостоне обремизивался, когда играл в осень. Примечание: обремизиться. Штраф за недобор установленного числа взяток в некоторых играх. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему. «Ай, черт возьми!» — сказал Ковалев. «Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!» Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю Ивановскую!» «У себя обер-полицмейстер!» — вскричал он, зашедший в сени. «Никак нет!» — отвечал привратник. «Только что уехал». «Вот тебе раз!» «Да», — прибавил привратник, — «оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома». Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: «Пошел!» «Куда?» — сказал извозчик. «Пошел прямо». «Как прямо? Тут поворот, направо или налево?» Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в управу благочиния. Не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах. Искать же удовлетворение по начальству того места, при котором Нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов Носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог бы так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять, удобно пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города. И тогда все искания будут тщетны, или могут продолжиться, чего Боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!»
«Эх, барин», — говорил извозчик, потряхивая головой и стягая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на баллонке. Дрожки наконец остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявший в зубы перо, считал принесенные медные деньги. «Кто здесь принимает объявление?» — закричал Ковалев. «А? Здравствуйте!» «Мое почтение», — сказал седой чиновник, приподнявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные кучи денег. «Я желаю припечатать». «Позвольте. Прошу немного повременить», — произнес чиновник, ставя одной рукой цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки 2 очка на счетах. Лакей с галунами и наружностью, показывавший пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность. «Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит 8 гривен? То есть я не дал бы за нее и 8 грошей. А графиня любит, ей-богу любит. И вот тому, кто ее сыщет, 100 рублей. Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны. Уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя, не пожалей 500, 1000 дай, но за то, чтоб уж собака была хорошая». Почтенный чиновник слушал это значительной миною и в то же время занимался сметою, сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения, в другой — малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа. Там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годные и для других работ, прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках 17 лет от роду, новые, полученные из Лондона семена репы и редиса, дача со всеми угодьями, 2 стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад. Там же находился вызов желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Переторжка – вторичные торги, на которых назначается окончательная цена или перепродажа. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ. Но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что он закрылся платком и потому что самый его нос находился бог знает в каких местах. «Милостивый государь, позвольте вас попросить, мне очень нужно», — сказал он наконец с нетерпением. Сейчас. Так, 2 рубля 43 копейки. Сию минуту. Рубль 64 копейки, — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза. «Вам что угодно», — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву. «Я прошу», — сказал Ковалев, — «случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение». «Позвольте узнать, как ваша фамилия?» Нет, зачем же фамилию? «Мне нельзя сказать ее, у меня много знакомых. Чехтарева, статская советница, Пелагея Григорьевна Поточина, штаб-офицерша. Вдруг узнают, боже сохрани. Вы можете просто написать «коллежский асессор». Или еще лучше «состоящий в майорском чине». А сбежавший был ваш дворовый человек? Какой я дворовый человек? И это бы еще не такое большое мошенничество. Сбежал от меня Нос. Какая странная фамилия. И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас? Нос. То есть нос. Вы не то думаете, нос. Мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел пошутить надо мною. Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять. Да я не могу вам сказать, каким образом, но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я прошу вас объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне самым скорейшим времени. Вы посудите в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, чтоб какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог, и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой, Поточина Пелагея Григорьевна, штаб-офицерша.
И у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами. Как же мне теперь? Мне теперь к ним нельзя явиться». Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы. «Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах», — сказал он, наконец, после долгого молчания. «Как? Отчего?» «Так, газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что от него сбежал нос, то и так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов. Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого». «Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник, таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку. Денег по расчету пришлось 2 рубля 73 копейки. И все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Казалось бы, что тут такое? А вышел пасквиль. Пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения. Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе. Стало быть, почти то же самое, что о самом себе. Нет, такого объявления я никак не могу поместить. Да когда у меня точно пропал нос? Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут представить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава. И любите в обществе пошутить. Клянусь вам, вот как Бог свят. Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам. «А, зачем беспокоиться?» — продолжал чиновник, нюхая табак. «Впрочем, если не беспокойство, — прибавил он с движением любопытства, — то желательно бы и взглянуть». Коллежский асессор отнял от лица платок. «В самом деле, чрезвычайно странно», — сказал чиновник. «Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да? До невероятности ровное. Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться». Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличать. «Напечатать-то дело, конечно, небольшое», — сказал чиновник. «Только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если же хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле». Тут он понюхал еще раз табаку. Для пользы юношества. Тут он утер нос. Или так, для общего любопытства. Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях. Уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою. И рука взялась за карман, есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах. Но мысль о носе все испортила. Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах. «Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивает головные боли и печальные расположения. Даже в отношении к геморроидам это хорошо». Говоря это, чиновник поднес Королеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке. Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева. «Я не понимаю, как вы находите место шуткам?» — сказал он с сердцем. «Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог нюхать? Чтобы черт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него! И не только на скверный ваш Березинский, но хотя бы вы поднесли мне самого рапе!» Рапе — род тертого, нюхательного французского табака. Сказавши это, он вышел глубоко раздосадованный из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому вся его передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые несли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты. Шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную треугольную шляпу уже затрогивал 3-летний сын его, и он после боевой бранной жизни готовился вкусить удовольствие мира. Ковалев вошел к нему в то время,
когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну 2 часика». И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь», — обыкновенно говорил он. «Уж нет ничего лучше этой вещи. Есть не просит, место займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется». Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, и что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть. Из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов, что у порядочного человека не оторвут носа, и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. То есть не в бровь, а прямо в глаз. Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что не говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб офицеров никак не должно нападать. Примечание. Обер-офицеры – наименование категории младших офицерских чинов. К обер-офицерам полагалось обращение «Ваше благородие». Штаб-офицер – наименование категории старших офицерских чинов и титуловался как «Ваше высокоблагородие». Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить». И вышел. Он приехал домой, едва слыша под собой ноги. Были уже сумерки. Печальную или чрезвычайно гадкую показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Зашедший в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его. Он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься». Иван вскочил вдруг со своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ. Вошедший в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресло и, наконец, после нескольких вздохов, сказал: «Боже мой, за что же это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше. Будь я без ушей, скверно, однако все же сноснее. Но без носа человек черт знает что. Птица не птица, гражданин не гражданин, просто возьми да и вышвырни за окошко. И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиной, но ведь пропал ни за что ни про что, пропал даром, ни за грош. Только нет, не может быть, прибавил он, немного подумав. Невероятно, чтобы нос пропал. Никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится. Может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которую вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее. Чтобы действительно убедиться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с той мыслью, что авось либо нос покажется на своем месте, но в ту же минуту отскочил назад, сказавший: «Экий пасквильный вид!» Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное, но пропасть
И кому же пропасть? И притом еще на собственной квартире? Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть никто другой, как штаб-офицерша Поточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать его за него, он потихоньку отчалил со своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было 42 года. И потому штаб-офицерша, вероятно, из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан. Никто не входил к нему в комнату. Цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел. Это он помнил и знал очень хорошо. Притом была бы им чувствуема боль, и без сомнения рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкую, как блин. Он строил в голове планы. Звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее? Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность. Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший: «Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?» «Войдите! Майор Ковалев здесь!» — сказал Ковалев, вскочивший поспешно и отворяя дверь. Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исаакиевского моста. «Вы изволили затерять нос свой?» «Так точно. Он теперь найден». «Что вы говорите?» — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба настоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. «Каким образом?» «Странным случаем. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки, и я в тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит». Ковалев был вне себя. «Где же он? Где? Я сейчас побегу!» «Не беспокойтесь, я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник-цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве. Еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц». Примечание. Бортище пуговиц, оно же портище пуговиц. Это комплект пуговиц на одежду. «Нос ваш совершенно таков, как был». При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос. «Так он!» — закричал Ковалев. «Точно он! Ха-ха! Выкушайте сегодня со мной чашечку чаю». «Почел бы за большую приятность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом. Очень большая поднялась дороговизна на все припасы. У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети. Старший особенно подает надежды. Очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких». Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего со своей телегою как раз на бульвар.
Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии, и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать. В такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно. «Так, он, точно он!» — говорил майор Ковалев. «Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня». Майор чуть не засмеялся от радости. Но на свете нет ничего долговременного. А потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива. В третью минуту она становится еще слабее и, наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкой поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено. Нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место. А что, если он не пристанет? При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел. С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О, ужас! Нос не приклеивался. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек. Но нос никаким образом не держался. «Ну же, полезай, дурак!» — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. «Неужели он не прирастет?» — говорил он в испуге. Но сколько раз не подносил он его на собственное же его место, старание было по-прежнему неуспешно. Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в Белетаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти 3/4 часа и шлифуя зубы 5 разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивший, как давно случилось это несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос. Так что майор должен был откинуть свою голову назад с такой силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал «Хм». Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал «Хм». И в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка так, что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал «Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно. Я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его. Но я вас уверяю, что это для вас же хуже». «Вот хорошо. Как же мне оставаться без носа?» — сказал Ковалев. «Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что! Куда же я с такой пасквильностью покажусь? Я имею хорошее знакомство, вот и сегодня мне нужно быть на вечере в 2 домах. Я со многими знаком. Статская советница Чехтарева, Подточина, штаб-офицерша. Хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только через полицию». «Сделайте милость», — произнес Ковалев умоляющим голосом. «Нет ли средства? Как-нибудь приставьте? Хоть нехорошо, лишь бы только держался. Я даже могу его слегка подпирать рукой в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства». «Верите ли, — сказал доктор негромким, не тихим голосом, но чрезвычайно увертливым и магнетическим, — что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но, естественно, с тем только, чтобы не обидеть моим отказом.
Конечно, я бы приставил ваш нос, но я вас уверяю честью, если уже вы не поверите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодной водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы вы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом, или еще лучше влить туда 2 столовые ложки острой водки или подогретого уксуса, и тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь. «Нет, нет, ни за что не продам!» — скричал отчаянный майор. «Лучше пусть пропадает». «Извините», — сказал доктор, откланиваясь. «Я хотел быть вам полезным, что ж поделать. По крайней мере, вы видели мое старание». Сказавши это, доктор с благородной осанкой вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белые и чистые, как снег, рубашки. Он решился на другой же день прежде представления жалобы писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания: «Милостивая государыня Александра Григорьевна, не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, ровно как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой. Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствия волхвований, произведенной вами, или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я, со своей стороны, почитаю долгом вас предуведомить, если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов. Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть ваш покорный слуга Платон Ковалев». «Милостивый государь Платон Кузьмич, чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потачников, и хотя он точно искал руки моей дочери, будучи сам хорошего трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения. И если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сейчас же удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовую к услугам вашим, Александра Подточина». «Нет», — говорил Ковалев, почитавший письмо, — «она точно не виновата, не может быть. Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении. Коллежский асессор был в этом сведущ, потому что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области. Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Эй, только черт разберет это», — сказал он, наконец, опустив руки. Между тем, слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному. Недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была еще свежа. И потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера, и возле Юнкера сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор почтенной наружности с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки,
нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которых приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу. Но к большому негодованию своему увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправляющей чулок и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшой бородкою. Картинку уже более 10 лет, висящую все на одном месте. Аташе он сказал с досадою: «Как можно такими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?» Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там Хозрев Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов хирургической академии отправились туда. Одна знатная почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен, и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей. Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские и необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратить на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во все, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим, но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно. Глава 3. Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия. Вдруг тот самый Нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился, как ни в чем не бывало, вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля 7 числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он нос. Хвать рукою. Точно нос. «Эге!» — сказал Ковалев, и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тот же час дать себе умыться, и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало. Нос. Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало. Нос. «Посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик», — сказал он и между тем думал. Вот беда, как Иван скажет: «Да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет». Но Иван сказал: «Ничего-с, никакого прыщика, нос чистый». «Хорошо, черт побери», — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала. «Говори вперед! Чисты руки!» — кричал еще издали ему Ковалев. «Чисты!» «Врешь!» «Ей-богу, с чисты, сударь!» «Ну смотри же!» Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновение с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах. «Вишь ты!» — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувший на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку. «Вона! Эк его право, как подумаешь!» — продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец, легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял 2 пальца с тем, чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича. «Ну, смотри!» — закричал Ковалев. Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец, осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою. И хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без поддержки занюхательную часть тела, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил. Когда все было готово,
Ковалев поспешил в тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку с шоколаду!» А сам в ту же минуту к зеркалу. Есть нос. Он весело обратился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицей. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал о вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя через приемную, он взглянул в зеркало. Есть нос. Потом поехал он к другому коллежскому асессору или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ разные занозистые заметки. «Ну уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогой он думал: если и майор не треснет со смеху, увидевший меня, тогда уж верный знак, что все, что не есть, сидит на своем месте. Но коллежский асессор ничего. «Хорошо, хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен радостными восклицаниями. Стало быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал перед ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам бабье, куриный народ, а на дочке все-таки не женюсь, так просто парамур, изволь». И майор Ковалев с тех пор прогуливался, как ни в чем не бывало, и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его лице, не показывая даже вида, что отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что сам он не был кавалером никакого ордена. Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Теперь только по соображениям всего видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника. Как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне показалось дорого заплатить за объявление. Это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо. И опять же, как нос очутился в печеном хлебе? И как сам Иван Яковлевич? Нет, этого я никак не понимаю. Решительно не понимаю. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно. Нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы Отечеству решительно никакой. Во-вторых, тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это. Однако же при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже, ну да и где ж не бывает несообразностей. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом право есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают. Я даю уроки по сценической речи онлайн. Если кто заинтересован, пишите мне в Telegram. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Жмите на колокольчик, оставляйте комментарии, ставьте лайки и до новых встреч.